Игры на смартфоне можно назвать находкой для геймеров, которые много путешествуют. Но иногда они уж слишком зависимы от качества связи. Наверняка с вами такое тоже было. До победы над боссом остаются считанные секунды, но интернет вырубается и все пропало. Что же делать? Качать лучшие оффлайн игры 2023 года и наслаждаться динамичным сюжетом, красивой графикой и интересным геймплеем. Эта подборка включает игры самых разных жанров, от пиксельных платформеров до гонок. Не забывай поставить лайк, подписаться на канал Дитрих ТВ, а мы начинаем. Открывает наш топ лучших оффлайн игр Zuri The Ritual Bed. Эта игра рассказывает о приключениях летучей мыши Зури. Главный герой служит волшебнику, который попросил его собрать ингредиенты для празднования Хэллоуина. Но есть нюанс, они разбросаны по разным мирам. Управляя полетом летучей мыши, игрок сможет избегать препятствий и хватать различные предметы. Как только он найдет все необходимое, начнется следующий уровень. Каждая локация уникальна, и несмотря на не самую реалистичную графику, игра выглядит довольно мило, а управлять полетом Зури не так просто, как может показаться поначалу. Autolife Brazil. Эту игру не назовешь классической гонкой, ведь вместо скоростных заездов по улицам игроку предлагают стать курьером, живущим в трущобах Бразилии. Приятно, что в самом начале можно выбрать внешность персонажа, а машину кастомизировать по мере продвижения по сюжету. Пейзажи этой игры повторяют реальные районы, которые есть едва ли не в каждом бразильском городе. Задача игрока заниматься доставкой, зарабатывать и совершенствовать машину, чтобы повысить свой социальный статус. Одно из серьезных преимуществ этой игры – это полностью открытый мир. Далее по топу лучших игр без интернета расположилась игра под названием All Cars Crash. Если вам надоело, что в большинстве гонок машина выглядит как новенькая даже после жесткого столкновения, эта игра точно вас порадует. В ней можно разрушить все, что подлежит разрушению. Например, на полном ходу влететь в ограждение и наблюдать, как разлетается на куски новенький бампер. Но эта игра не просто симулятор разрушений. В ней можно делать трюки, гонять по городским улицам и стать настоящим профи в экстремальном вождении. Машина выглядит реалистично, а возможностей для тюнинга столько, что игра точно затянет надолго. Кстати, не повторяйте все, что в ней происходит в реальной жизни. Die Hard. В этой игре вам предстоит раскрасить мир в яркие цвета при помощи краскопульта. Никакого реального оружия, снарядов и гранат, только разноцветные брызги и пятна краски повсюду. Несмотря на мультяшную графику и общую безобидность, она дарит недетские эмоции. Поиграв несколько часов, вы испытаете весь их спектр. От восторга в начале до ярости в момент, когда противник раскрасит вашего персонажа за секунду до того, как он захватил башню. Играть можно как одному оффлайн, так и в компании друзей. Но осторожно, игра подвергнет вашу дружбу такими испытаниями, что даже монополии и не снилось. Далее по топу лучших игр без интернета на Android расположился Brotato. Главный герой этой игры – воинствующая картофелина, вооруженная до зубов. Да, братюни, вы не ослышались. Этой картофелине предстоит выживать в мире, где каждый жаждет очистить ее от кожуры, а жанр рогалик, в котором нет никаких вторых шансов, делает игру сложнее и динамичнее. Перед началом игры можно выбрать один из 5 базовых персонажей и оружие, либо доверить этот выбор рандому. Сражаться можно камнями и палками, огнеметами и пистолетами, а по мере развития персонажа игрок сможет найти более редкое оружие с лучшими характеристиками. Главная задача – отражать атаки врагов, которые окружают картофельного воина волнами. Vulcan's Creed. Эта игра находка для фанатов Древнего Рима и Греции. В ней можно примерить на себя шлем героя и сразиться с вооруженными захватчиками. Набеги проходят волнами по нарастающей. Сначала армия противника невелика, но в промежутке между сражениями нужно укрепить замок и прокачать свое оружие и броню. Иначе справиться с мощью, которая увеличивается с каждым раундом, не получится. Развивая персонажа и добывая редкие улучшения и оружие, игрок сможет отражать атаки врага раз за разом.
Unlucky Tale. Мечтали ли вы попасть в сказку? Главный герой этой игры точно не мечтал, его вполне устраивала спокойная жизнь сотрудника офиса. Однако теперь ему придется бегать по лесам и болотам, сражаясь с разной нечистью и сооружая редкие предметы из подручных средств. Играя за бывшего офисного сотрудника, вы сможете прокачивать его умения, побеждать опасных противников и коллекционировать разные полезные вещи. Что же опаснее, лесное чудовище с несколькими парами глаз или просроченный дедлайн? Скачайте и узнаете. Myst Mobile – это очень красивая игра с реалистичной графикой и захватывающим сюжетом, которая пока что доступна только владельцам айфона. Игроку предстоит попасть на загадочный остров Myst, путешествие по которому станет непростым испытанием. Более того, главный герой неожиданно обнаружит, что оказался в самом эпицентре окутанных тайной событий, связанных с семейным предательством. Финал игры не предопределен, на него можно влиять по мере продвижения по сюжету. Помимо завораживающих пейзажей разных миров, которые на острове называют эпохами, игрока ждут головоломки и загадки. Apple Night Dungeons. Эта игра только с виду кажется милой и незамысловатой. За ее мультяшной графикой скрывается сложный динамичный геймплей и интересный сюжет, наполненный забавными диалогами. Это классический платформер с неограниченным сочетанием разных видов оружия и улучшений для главного героя. Игроку предстоит стать рыцарем, который борется с разной нечистью, путешествуя по миру, состоящему из платформ. Помимо классического оружия, здесь можно отстреливаться яблоками. Кстати, несмотря на название игры, владельцы смартфонов андроидов тоже смогут ей насладиться. Далее по топу лучших оффлайн игр на Android и iOS расположился Trail Riders. Если вы с детства без ума от игр, где нужно совершать замысловатые прыжки на велосипедах и мотоциклах или проходить сложные трассы на одном дыхании, эта игра вас точно покорит. Ведь в ней есть все то же самое, только в 3D с реалистичной графикой. Игрок может выбрать и кастомизировать под свои нужды мощный, но легкий и маневренный байк. Проходя уровни и получая бонусы, он откроет для себя возможности для улучшения. Здесь пригодятся не только навыки экстремальной езды, придется включать логику и задействовать знания о том, как работает физика. World of Artillery – это игра для тех, кому нравятся военные стратегии с танками и бронированными машинами. В ней можно стать артиллеристом и сокрушить войско противника. Ключевое отличие этой игры от других подобных то, что местные пушки – это буквально старинные пушки, каждая из которых обладает уникальными характеристиками. Мишенями будут подвижные машины, вражеские пехотинцы и подземные бункеры. Побеждая противников, игрок сможет открывать новые виды оружия и прокачивать уже существующие. Оффлайн – приятный бонус, ведь играть можно не только одному, но и против реальных людей. Abandoned Ship. Если у вас были представления о том, как выглядит самое масштабное пиратское приключение, эта игра может разбить их в пух и прах. Ее главный герой – отважный капитан корабля, за которым охотится флот целого королевства. Но вам предстоит сразиться не только с преследователями и другими пиратами. В море полно чудовищ, а некоторые острова населены диковинными существами. Динамичный сюжет во многом зависит от ваших решений, поэтому выбирать нужно с умом. Приятный бонус — это бои, фоны для которых вдохновлены полотнами знаменитых маринистов. Racing Trucks Drive Car. Если вы отчаялись увидеть ровные дороги где-то помимо игр, это точно поднимет вам настроение. Здесь все состязания гонщиков проходят на идеальных трассах, а значит, вы сможете выложиться по полной. Игра с неплохой графикой позволяет выбирать между десятками различных гоночных машин и совершенствовать их. После хорошего тюнинга можно смело соревноваться с другими гонщиками на скоростной трассе. А побороться есть за что. Только самый быстрый получит достаточно денег, чтобы купить лучшие детали для машины и развить небывалую скорость.
Punch Kick Duck. Это забавная игра с мультяшной 3D графикой, в которой игроку предстоит превратиться в боевую утку. Главного героя похитил злодей, и теперь он планирует сбежать из замка. Сделать это тихо и незаметно не получится. Местная стража уже знает о побеге и намерена схватить и ощипать беглеца. Чтобы защитить честь воина и сохранить оперение, утке придется овладеть боевыми искусствами. Чем ближе заветная дверь, ведущая на свободу, тем коварнее и безумнее противники. Если в начале в коридорах замка героя подстерегают стражники хорьки, то дальше ему предстоит бой с ожившей грушей, огромным медведем и другими уникальными героями. Далее по топу лучших игр без интернета расположился Mistless Story. Это яркая игра с аниме-рисовкой и полуоткрытым миром от японских разработчиков, в которую можно играть без соединения с интернетом. Сражаясь с монстрами, главный герой может получать уникальные предметы и экипировки. Что интересно, каждый лук или меч обладает своими характеристиками, и эти параметры нужно учитывать в бою с разными типами противников. Чем дальше вы продвигаетесь по сюжету, тем более сложными становятся уровни и боссы. Поэтому так важно постепенно улучшать оружие и броню, используя добытые ресурсы. Derby King. Все достало и хочется разрушений? Спрячьте бейсбольную биту обратно в шкаф и скачайте лучше эту игру, где мир буквально создан, чтобы быть разрушенным самыми изощренными способами. Мощная скоростная машина – лучшее средство для того, чтобы посеять хаос на десятках различных локаций. Вы можете идти на таран, врезаться в окружающие предметы, совершать немыслимые маневры и на полной скорости врезаться в чужие автомобили. Кстати, эта игра противопоказана добросовестным водителям. Scary Spider Train Survival 1. Что может произойти на железной дороге посреди ночи? Много чего, но вряд ли вы ожидали нападения жуткого поезда с паучьими лапами и клешнями. Так или иначе, главному герою, которого преследует это чудо техники, предстоит сразиться именно с ним. В арсенале машиниста есть разные виды оружия, только открываются они не сразу. Первые удары зловещему поезду придется нанести с помощью подручных средств. Зато потом, когда к вашим услугам будут различные ресурсы, винтовки и гранатометы, начнется настоящее веселье. Car Parking Driving School. Игры, в которых можно крушить и ломать, это здорово. Но что, если вы тот самый аккуратный водитель или вовсе планируете сдавать на права? В этой игре есть порядка 100 различных уровней с реалистичной физикой, а задача игрока припарковать автомобиль с учетом всех правил дорожного движения. Конечно, вы можете не только парковаться, но и исследовать большой открытый мир, выбрав одну из понравившихся машин. По пути вам будут встречаться дорожные знаки, и игра подробно расскажет о каждом из них. Если вам был нужен нескучный тренажер для начинающих водителей, то смело качайте, это именно он. Invention 3. Зомби наступают. Чтобы спастись от них, вам пригодятся аптечки и оружие, разбросанное по карте в этой оффлайн игре. Но убежать не так-то просто, а иногда лучшая стратегия спрятаться в безопасном месте и переждать очередное нашествие мертвецов. Получится ли у вас выжить в мире, где каждый человек не тот, кем кажется? Зависит только от умения прятаться и скорости реакции. Ну, может еще от количества гранат, которые вы сможете найти в тайниках. Magic and Metal. Если по ночам вам не дает уснуть мысль, кто сильнее, Гарри Поттер или Optimus Prime, выход только один. Скачать эту игру и выбрать сторону: волшебники, использующие боевую магию, или технологичные мехи, выбравшие научный путь. Мир после апокалипсиса раскололся надвое, и вам предстоит поучаствовать в битве за самый ценный металл – Селестий. На кон поставлено все, без него цивилизации могут погибнуть, и только самые сильные и отважные герои смогут определить исход противостояния. Среди главных достоинств этой игры – красивая графика, динамичные бои и интересные персонажи.
Эй, бро, понравились игры из подборки? Если скачал хотя бы одну, то поделись в комментариях впечатлениями. А также, братюни, напишите, за что вы любите оффлайн игры. А еще не забывайте делиться этим топом со своими друзьями, и пусть поклонников по-настоящему классных оффлайн игр станет еще больше. Ну а с вами был Дитрих ТВ, всех вас крепко обнял, всем удачки, пока-пока.